Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, способ универсального управления. В данной теме необходимо рассмотреть, например, такой геометрический объект управления для начала, как сфера серебристого цвета. И эта сфера обладает функциями именно универсального управления при любом спектре действия. То есть в данном случае мы рассматриваем такую позицию, что если у нас есть, например, какая-то цель управления, то тогда эта цель должна быть сначала каким-то образом визуализирована, например, или же сформулирована, затем делается действие управления и так далее. Да? В целом процесс в среднем в основном выглядит таким образом, как я описал. Если мы говорим об универсальном управлении, то в любом уровне управления заложена задача, во-первых, формирования цели, осуществления цели и реализации. То есть мы можем осуществлять управление, фактически находясь в фазе, например, вне времени и вне пространства своим сознанием, и при этом уметь получать результат, если мы, например, четко не фиксируем какую-то базовую систему управления. То есть в данном случае импульс управления — это уже есть результат. И именно понятие универсальности — это не только, например, применение к разным системам, но и универсальность с точки зрения постановочных систем, постановочных задач. Но если, предположим, летит некое неизвестное тело в сторону Земли, и нужно сделать так, чтобы было препятствие, то есть не было катастрофы, тогда получается ряд признаков такого плана, что тело само неизвестно, затем какое действие предпринять и вообще в чем оно выражено тоже может быть неизвестно, на уровне, предположим, даже оптики, то есть и получить результат нужно обязательно. И вот ради того, чтобы результат был обязательным, то есть в любом случае мы получали управление, например, повсеместное, здесь целесообразнее применять именно универсальное управление, то есть управление, которое приводит при любом уровне действия именно к результату. То есть небесное тело, некая комета, предположим, оно никаким образом не сталкивается с планетой Земля. Или даже Луна, и так далее. И мы рассматриваем любую позицию, что приближенно Марс, Венера, Солнечная система. И таким образом мы начинаем выходить на уровень следующего спектра познания, что когда мы говорим о внешнем пространстве мира, то здесь, вообще говоря, тоже заложен принцип универсальности действия, потому что если мы рассмотрим взаимодействие хотя бы двух планет или, предположим, спутник Земли, Луна, мы видим, что здесь есть принцип универсальности во взаимодействии, например, с точки зрения восприятия человека. То есть если взять сегмент восприятия человека, элемент сознания, и сосредоточить в виде оптики на линии Земля-Луна, то получается, что здесь можно понять, почему, например, возникают приливы, и увидеть, как сознание человека работает синхронно. То есть есть некая внешняя система, достаточно фракцию разместить в какой-то точке, вы начинаете понимать процесс. Тогда вы начинаете видеть все процессы в целом, то есть универсальность от действия в данной точке. То есть мы знаем управление, потому что мы можем сделать правильное действие. И от того, что мы работаем синхронно, этот процесс естественные приливы, от того, что Луна взаимодействует с Землей, и тогда мы получаем норму в своих событиях. То есть простым размещением, получается, элемента своего сознания мы получаем фундаментальное действие, соответствующее именно закону изменения величины первичного действия. То есть действие приводит к результату. То есть здесь конструкция естественного управления заключается в том, что вы универсально закладываете именно в спектр действий своей души. То есть душой вы понимаете, что это универсально, и тогда получается, что в универсальном управлении главное — это все-таки познание душой. Познание души — это есть универсальный принцип. То есть душа познает любое знание именно универсально. Так же, как Бог, воспринимающий любую информацию, любое знание, действует так, что для него любое знание имеет универсальный характер. То есть знание может быть применено
для того, чтобы совершить событие, да, совершить управление, поставить цель управления и так далее. То есть для Бога, вообще говоря, как таковое знание не существует, ну, как бы в абсолютном виде. Есть некий субстант, так скажем, восприятия, именно субстанция действия, да, и когда мы данную субстанцию рассматриваем как элемент, ну, как бы начала мира, то получается, что из этого начала рождается любое действие, цель, реализация цели и так далее. И вот, чтобы негативное событие там вывести за пределы данного управления, нужно сделать так, чтобы универсальное действие содержало только созидательный аспект действия самого. То есть получается, что для того, чтобы решить какую-то проблему, там, излечить заболевание, сделать управление по любому спектру событий, необходимо как бы выделить только аспект созидания в данном действии. И дальше мы уже приходим к тому, что целевое управление, то есть цель — это есть фактически, ну, как бы вещь в себе, то есть мы видим оптическое выражение цели как элемент свершенного будущего. То есть в универсальном управлении получается, именно в позитивном, естественном управлении, будущее содержит процесс такого управления, что, например, вот, чтобы не было каких-то катастроф, проблем в будущих событиях, нужно, чтобы основа для событий, да, и само событие, значит, были в душе человека, причем каждого, в позитивном виде. То есть, когда мы рассматриваем именно все элементы коллективного сознания в практике действия, то получается, что здесь позитивное событие, то, которое воспринимают все люди, всегда совершается позитивно. То есть, чтобы мы точно знали, что будущее событие позитивно, достаточно духовно понять, что каждый человек в своем будущем это воспринимает именно так. Тогда получается, что универсальное управление в данном случае заключается в том, чтобы рассмотреть в душе каждого человека именно позитивную сторону какого-то действия. Ну, предположим, там самое простое действие: человек едет на рыбалку, ему нужно там поймать, например, рыбу, да? Тогда получается, что если мы рассмотрим в элементе действия как бы первый принцип, да, почему человек не ловит рыбу, ну, кому-то не хочет, чтобы рыба имела болезненность и так далее. И получается, что вот универсальность действия такова, что одному, например, это может хотеться, скажем, другой человек против, например, рыбалки и так далее. То есть получается вот дисбаланс хотя бы одного человека восприятия не дает там результата, да, в ловле, там, например, там, нужного количества рыбы или вообще рыба не ловится и так далее. И получается, что когда мы хотим получить действие, например, макроспасения, то есть спасение всех, это вообще-то нужно всем. Поэтому, когда мы работаем через спасение всех, часто сместить какую-то макрокатастрофу бывает очень просто, потому что это общее желание всех, и исключений, как правило, не бывает. Даже если там существуют какие-то там, ну, навязчивые состояния у людей неадекватные, где человек, например, этим не занимается или не хочет, да, как бы крайняя величина, то все равно в душе от Создателя, от Бога, он все равно этого хочет. То есть есть всегда уровень именно структуры вечного развития. И здесь вот мы приходим к тому, что именно в вечном развитии, вечности, универсальное управление заключается в том, что вечность — это и есть, вообще говоря, универсальная величина действия. В вечности мы получаем всегда бесконечное развитие, ну, в общем-то, любой созидательной системы, и, исходя из этого, мы всегда можем получить позитивное следствие. То есть любой материал действия приводит к тому, что мы контролируем его сейчас. То есть любой импульс в будущем становится настолько большим, что свет нас достигает в текущем времени. Да, получается, у нас возникает как бы нити регулирования, да, будущих событий. Поэтому как только мы располагаем информацию на платформе вечности, мы получаем опять признак универсального управления. Именно признак, потому что управление в данном случае это еще увеличение платформы, как бы в следующий уровень движения, например, мышления, потому что в данном случае надо управлять еще и платформой вечности, получается. Ну, как бы основой, да, для будущего вечного события. И в данном случае нужно уметь создавать некое опережение мысли. То есть вот есть мысль управления, а надо делать так, чтобы в будущем как бы следующая мысль или там следующая волна мысли содержала все события будущего, и при этом вы не теряли цель концентрации, как бы, может быть, не называя даже саму цель. То есть вы внутренне понимаете, что вы хотите, ведь
человек в целом устроен так, что он не постоянно там ставит себе какие-то задачи, а многие аспекты управления, они естественны. Бог устроен таким образом, что он естественно воспринимает реальность, и эта естественная реальность, это и есть то, что управляемо и управляется как Богом, так и тем, что Бог кому-то дает знания по управлению. И получается, что мы в данном случае имеем следующий фактор. Универсальное управление – это естественное состояние, в основном любого уровня управления. И получается, что необходимо все-таки добиваться статуса универсального управления, потому что зачастую для ускорения, потому что это соответствует именно как бы спокойной такого, именно латентному уровню что ли, управления, спокойной норме. Как бы есть норма там, динамическая, есть норма, предположим, статическая. Это именно вот духовный аспект данного управления, это именно спокойная норма. То есть дух воспринимает как норму спокойную. То есть понятие норма, это в данном случае, ну, как бы обобщенное вроде понятие, но спокойная норма, это есть личностные характеристики какой-то величины, да? То есть мы передаем свойства, которые заложены у человека, например, личностной структуры управления, в свойства именно как бы внешнего объекта. Тогда получается, что при любом действии разум человека, его действия всегда нормированы. То есть человек не может, например, войти в транс, там, он не может потерять контроль за ситуацией и так далее, потому что в данном случае именно переход личности, да, в действие, ну, некую норму, да, в некую универсальную систему, это есть абсолютная норма, ну, то есть взвешенность всех процессов мира. То есть там нет, например, экстремальных величин и так далее. Таким образом, получается, что нормирование возникает тем действием, как и Бог, он свойства своей личности, то есть фактически свою личность развивает до уровня объекта информации. И получается, что объект информации находится под контролем, так же как физическое тело Бога, вообще тело человека, контролируемое, например, в любом действии, например, там, ну, руки человека, да, физическим уровнем контроля. Также, если мы развиваем это действие в бесконечность, то мы получаем контроль за всеми внешними событиями. То есть принцип универсальности управления здесь в том, что вы как бы экстраполируете действие, известное вам, например, физическое, в бесконечную величину. Тогда получается, что вы можете, естественно, любое отрицательное событие изъять всего лишь тем, что вы можете, там, например, делать движение рукой и при этом, воспринимая движение руки мысленным фактически как бы взором, да, мышлением души, как бы следующим фактором мышления, то есть то, что находится за мыслью. Вот точность управления в данном случае такова, что универсальным признаком мышления находится то, что находится за как бы фронтом мышления в оптическом выражении. Есть развитие, например, сферы мышления, а что дальше, например, да? Так вот, дальше есть универсальный уровень информации. Там есть, например, внешнее пространство, там есть понятие, значит, ну, тех элементов восприятия, вообще где находится мысль, на что вы влияете, да, и так далее. То есть целый комплекс вопросов, и если бы не было универсальной среды, да, для управления, то мысль бы не распространялась с такой скоростью. То есть фактически, ну, как бы некие колесики, привязанные к сфере мышления, условно говоря. То есть реально это свет, идущий перед мышлением, свет, идущий до действия. Но это же есть именно Бог, божественное действие. То есть Бог в прямом восприятии и божественное действие одновременно. То есть в универсальном управлении Бог и его действие – это одна величина в восприятии человека. То есть получается это сам человек. Человек – универсальный уровень управления. И когда вы начинаете видеть, каким образом вы хотите, ну, например, там, восстановить там, себе здоровье или просто хотя бы снять усталость, предположим, если человек совершенно будет здоровый, тогда получается, что вот именно вот это вот сжатие света к вам от единения Бога и действия Бога в вашем восприятии, это и есть на самом деле мощнейший уровень фактически информации, по сути воспринимается как мощная энергия тела, материи, способности к действию и так далее. То есть сейчас можно сделать такую практику, рассмотреть эту позицию просто в действии Бог и, значит, тело Бога и действие Бога – это единая система восприятия, то есть конкретный элемент вашего восприятия обладает такой функцией, и моментально возникает мощнейший свет, идущий на вас. То есть тело фактически как бы наполняется энергией, так скажем, да, вот по ощущениям.
и так далее. И получается, что вы можете создавать структуру как бы внешнего универсального света, который, так как он универсальный, у него нет там свойств где-то задерживаться, да? Потому что если свет универсальный, то он обладает функцией бесконечного доступа. Если он уже как-то функционален, то он выполняет какую-то одну задачу, там, векторальную и так далее. А универсальный свет, он как раз-таки входит в ваше тело практически без ограничений, и вы получаете вот эту вот насыщенность своеобразной энергии по восприятию. А по сути это просто очень линейно выраженный свет. Свет Бога и человека в действии именно бесконечного развития и Бога, и человека. Бог бесконечности, он такой же, человек, он развивается. На разнице можно понять, где вектор универсального управления должен быть заложен в сознание человека. То есть в сознании каждого человека существует именно, в общем-то, здесь универсальный принцип. И именно этот универсальный принцип, он таков, что, например, когда человек своим именем рассматривает будущую информацию, и эта информация содержит, например, какие-то действия, включая его собственное имя, то есть чтобы определить, что находится возле вас, можно рассмотреть фракцию сознания, но можно себя там назвать или воспринять, вот как человек, например, себя воспринимает в будущем на уровне информации, как он вообще понимает, что он вообще смотрит на будущее. Вот здесь как раз-таки принцип универсальности, он имеет доступ в абсолютно универсальную среду, и он понимает, что это его действие. Вот чем более универсальная среда восприятия, тем точнее человек осознает, что именно он получает точную информацию. И вот когда мы приходим к уровню уже Бога, действия Бога, то получается, что Бог-то он действительно дает универсальное действие. И вот способом в данном случае универсального управления как для макро спасения, так и для вас лично, то есть здесь уже принцип универсальности, он линейный получается. Чем плотнее информация, чем ближе к Богу, тем логичнее принцип именно универсальности. То есть, что действие направлено на макроспасение, что на лечение там какой-то царапины, да, что на преобразование какого-то там вещества, спасение от макрокатастрофы, это все одна и та же величина действия сознания. И когда мы начинаем идти дальше, то получается, что сознание человека именно так и устроено. То есть основные света, как бы оптические характеристики сознания, основные элементы развития и действия сознания, они практически устроены именно по принципу универсального действия, как к Богу, так и к человеку. То есть получается, что чтобы идти к Богу, в данном случае нужно идти как бы больше в сторону познания себя, то есть как бы внутрь оптического выражения этого свечения. А к человеку это есть внешняя величина. И поэтому познание Бога — это внутренний процесс, в основном, в данной технологии в особенности. Значит, внешняя система — это есть человек. То есть человек в универсальном действии понимает, как другой организовывается и устроен, но он понимает, как другой делает это сам. Вот в этой технологии очень четко можно выделить, как другой человек себя строит, вообще какими механизмами он себя создает в действии. И тогда ему проще помочь. То есть видно, что со стороны как бы виднее, да, часто бывает, что он делает что-то или медленнее, или ему надо там какой-то фотон подтянуть быстрее. Тогда просто-навсего ему дается знание, он делает, или можно это сделать самостоятельно, да, своей волей, потому что открытая проблема у другого человека, которая, может быть, ему проблемна, да, она всегда приводит к тому, что вы непроизвольно, как бы, часто делаете импульс спасения. Фактически, вот принцип универсальности в том, что если человек правильно рассматривает, например, позицию будущих событий, то получается, что данная позиция, она такова, что человек работает тоже универсально. То есть у него для любого действия существует как бы, некое, что ли, контрдействие, да, если это отрицательное действие внешнее, или наоборот содействие, если для человека это положительное действие и так далее. То человек как бы в автоматическом режиме как будто бы выбирает, что в данном случае с точки зрения реакции тела человека необходимо делать. Если вот задуматься над тем, что тело — это идеально управляющая система в общем-то, логике бесконечного развития физическое тело человека, то получается, что любое взаимодействие тела и бесконечной информации выражено в конечной форме. То есть почему человек делает
какое-то движение, почему между его действием и, например, там, ну, каким-то уровнем следующего развития существует уровень, в общем-то, ну, там, пространства, времени и так далее. То есть мы можем видеть, как вообще организовывается время для человека. То есть как оно выглядит с точки зрения данной технологии. Это очень вообще-то такой удивительный по логике процесс на восприятие. То есть мы видим, что универсальное время — это есть создание пространства в бесконечном будущем. То есть, ну, как бы бесконечного пространства. Ясно, что такое вообще понятие универсального времени, да? Ну, мы думаем всегда, что время — это, ну, как бы линейная величина, например, да? Может быть, это многомерная величина, но когда мы говорим о том, что время обладает свойствами универсального управления, да, или способом универсального управления является, например, растяжение времени, бесконечную величину или бесконечность. Потому что здесь, когда мы вводим понятие времени для пространства, то есть как бы человеческое понятие, то для Бога пространство, в данном случае, это сжатие времени. То есть чем больше мы растягиваем время, ну там, предположим, берем как некую резинку, и растягиваем время на пространство. И заматываем, там, например, пространство, ну, в большой моток времени. Считаю, что вот мы работаем со временем, пусть оно растягивается, растягивается. И вот когда мы доходим до того, что граница этого, ну, некого эластичного бинта, да, в кавычках, становится все тоньше и тоньше, то через какое-то время мы получаем очень такую своеобразную картину, что как бы плотная материя, она начинает исчезать, она как бы исчезает, то есть сам бинт как бы куда-то проваливается, и возникает просто система организации пространства уже тогда. И вот эта вот система организации пространства, она показывает внутреннюю, ну, как бы истинную структуру любого, вообще говоря, человека, объекта информации, но в первую очередь человек. То есть там возникает личностная позиция, именно личность Бога показана в действии, как Бог строит, то есть Бог-строитель, да, тела человеческого. И здесь очень четко можно понять, что делать вообще человек, куда взять и переместить какой-то там, опять же, фотон света, взять, забалансировать какие-то органы, да, то есть тело человека становится очень управляемым, и вообще говоря, каждый элемент тела виден очень прозрачно, практически независимо, то есть, ну, фактически это видно, конечно, более четко, более точно, чем там какая-то голографическая даже схема или там какие-то вот системы там, визуализации, демонстрации и так далее. То есть вы абсолютно четко не просто видите, а ваш взор нормирует эти органы. Потому что вы смотрите так, как смотрит Бог, действующий в бесконечность для тела, как бы с этого угла, да, зрения. А этот угол зрения — это есть вечное развитие, это есть свет помощи, свет, значит, фактически дающий следующую систему для жизни и так далее. То есть здесь, смотря еще с какой стороны посмотреть на тело человека в этом случае. И можно видеть, что в зависимости от системы просмотра, как правило, есть там 2-3 основных позиции. То есть путь к телу таков, что тело выражено бесконечным действием. Там всего 2-3 подхода, и тело обладает бесконечными функциями развития. И получается, что вот принцип универсальности заключается в том, в данном случае, что тело, как бесконечная величина, показывает, каким образом к нему подойти. То есть в теле заложены элементы самоконтроля, самодиагностики, саморегенерации, да, например. И когда вы начинаете этот процесс исследовать глубже, вы начинаете видеть, понимать, что здесь взаимодействие, например, двух элементов реальности, ну, в теле уже человека построено по такому же принципу. Взаимопознание, взаимоуниверсальность, ну, как бы взаимопомощь. То есть одна клетка тела для другой клетки должна, получается, быть, там, условно выражаясь, там, врачом, помощником и так далее, да? Неким уровнем создания будущих событий. Ведь будущие события создаются во взаимодействии. И поэтому получается, что мы можем от любой клетки, если мы находим хотя бы еще одну рядом, где-нибудь, да, в пространстве или мышления, или информации, мы сразу гарантируем здоровое физическое тело человека, потому что взаимодействие — это уже есть логика универсального плана. Любое взаимодействие — это универсальная величина. Если есть взаимодействие, значит есть в корне универсальная величина. То есть фактически мы можем взять любое действие, как бы вытащить из него там свечение, ну, это как некую там иголочку, да, именно универсального действия. А дальше конструкция может или рассыпаться, или стать еще более универсальной.
То есть рассыпется только в том случае, если не то что рассыпется, а как бы перейдет на качественно иной уровень развития. То есть фактически, ну, как бы видно, что как будто как информационная некая была скорлупа начинает уменьшаться в этой области, но мы ее можем найти уже выше по информации. То есть получается также и человек, он обладает функцией не уничтожения, а перехода в следующий информационный пласт. И как только мы пласт именно обычного логического времени, не некие там какие-то семимерные пространства и тому подобные вещи, а просто обычный уровень следующего своего развития через секунду, там, месяц, 10 лет, там, 50 лет и так далее. И когда вы начинаете видеть, что тело фактически движется в пространстве времени как величина управляющая, то вы видите, что вот эти конструкции там, с обматыванием, например, ну, путем волевого как бы, представления временем там, элемента пространства, это ну, как бы модельная величина. Вы моделируете некое явление, но моделируемое явление обладает функциями универсальности по взаимодействию. То есть вам не нужно часто, например, строить ну, какую-то позицию длительного управления, достаточно только представить позицию своего тела, осмыслить позицию своего тела. И вы совершаете универсальное управление, возле вас все хорошо. Обратите внимание, что многие люди, ну как бы, когда задумываются, они приостанавливаются, да, в своем восприятии. И вот эта вот статика, некая фиксация действия, некая такая секундная статика, это и есть управление универсального типа. То есть вот человек задумался, казалось бы, он сделал какое-то там движение головой, повернулся каким-то там, ну там, условно, правым боком, встал еще правее и так далее, и вы получили универсальное управление, потому что вы, логически, во-первых, это понятно, вы провзаимодействовали с внешней средой, значит, вы где-то уже сделали управление, но чтобы управление было точным, оно должно быть универсальным. В этом случае, например, это очень просто видно, зная, что управление, ну, которое вы делаете, ну, по элементарному какому-то уровню, да, вам нужно выпить стакан воды. Вы можете сделать сначала управление, потом вы же точно знаете, что воду выпить. То есть вы берете как бы ну, на уровне действия физики тела, прослеживаете маршрут точности. Но когда этот маршрут вам известен, и вы знаете, как придать свойство универсальности, да, данному импульсу, пожалуйста, направьте этот свет в область, ту, ну, где какая-то проблема, или там, где нет, например, ядерной катастрофы, и принцип срабатывает однотипно, универсально. То есть вы можете проверить импульс, взять, например, выпить еще там глоток воды и так далее, или еще стакан, и видеть, что импульс-то имеет всегда одну и ту же характеристику. Он от вас, например, исходит, доходит до воды, вы пьете, и импульс идет как бы бесконечно. Как только вы выпиваете воду, импульс начинает бесконечно развитие. То есть любое внешнее, ну там, поглощение пищи, воды, любая внешняя мысль, это есть бесконечное свечение, идущее, например, от вас, да, то есть как распознать, что это внешняя мысль, или это все-таки, например, ну, вами сгенерированная мысль. Ваша мысль, она обладает свойствами, ну, как бы интроверции, то есть свечение идет внутрь физического тела, и вы создаете тело. Внешняя мысль также, естественно, помогает созданию тела, но именно в признаке универсальности, как бы в бесконечной величине, там, где Бог определяет, да, взаимодействие. Ни одна мысль, ни одно воздействие не проходит на человека без ну, ведома Бога, без воли самого человека, кстати, во многом. И поэтому получается, что вот этот признак универсальности – это есть умение выделить универсальную среду во внешние фракции мышления или любого действия. То есть, чтобы избежать какой-то проблемы, достаточно увидеть универсальный признак. Чтобы, например, не было аварии, вот, ну, там на дороге какая-то сложная ситуация, вы видите, достаточно выделить во всей конструкции, не конкретно даже машины, которые участвуют, да, в возможной ситуации, а просто в пространстве, универсальную величину этого пространства. В виде просто проблесков света. Это очень, кстати, просто делается. Потому что когда человек едет по дороге, и вот в фазе контроля, он все равно периодически включает вот этот как бы датчик контроля и управления. Он берет свой свет, своего тела прежде всего, сбрасывает на функцию сознания, а потом уже лоцирует как бы вот ну, в поисковом, что ли, варианте точку универсальности пространства. Как только пролоцировано, возникает там следующие 50 метров движения, или 100, или километр.
Если длительное расстояние, то бывает по 20-25 километров, бывает просто от точки до точки управления. Да? Это все зависит от того, каким образом человек настроен, значит, построить фактически в этом пространстве вот эти как бы пути и коридоры взаимодействия универсальных систем. И обратите на это внимание, что почему универсальные системы так устроены, ну, например, если сравнить с физическим миром, почему не на каждом метре растут деревья или какие-то там препятствия для движения? Потому что все определено все-таки волей человека. Человеку проще двигаться в открытом пространстве. Также и, ну, и Бога, да, Бога и человек. И когда мы смотрим на то, что одним импульсом можно просветить, например, там 100 километров, 1000 или там вообще сколько угодно, да, миллион километров, 10 миллионов, хоть там миллиард, мы понимаем, что развитие физического пространства, я имею в виду миллиард и больше, в бесконечность позволяет управлять внешней материей. То есть вот стоит только развить такую логику, можно влиять на материю физическую в другой планетарной системе. Что это дает? Да? В чем практическая польза там, влиять на молекулу где-нибудь на Марсе или в какой-нибудь галактике? В том, что пока, например, свет вашего сознания доходит до какой-то молекулы, ну, там, на звездном небе, на карте звездного неба, лучше там, визуально как бы, смотреть или представлять, вспоминать, какие звезды вы видели там, в детстве, или какие-то особые признаки особого свечения. То есть можно смотреть на звезды, видеть некую картину, а можно вспоминать, что в восприятии есть некие особые элементы свечения, когда вы смотрите на звездное небо. Они часто бывают, в общем-то, ну, какие-то такие разовые, запоминаются, да, как вот действие вашей души. Душа проявлена в бесконечности. То получается, что влияние на молекулу где-то там в бесконечности может вызвать очень мощный пучок, ну, как бы, пучок даже не то, что даже света, а как бы элементов коллективного сознания. Свет и коллективное сознание, которое как бы поджидает вашу фракцию сознания. И при этом возникает взаимодействие именно созидательного типа. То есть чем отдаленнее система, тем проще искать элементы взаимодействия. То есть тем больше у вас как бы времени и пространства. Да? Получается, можно засветить какой-то атом на расстоянии миллиард световых лет, и вы получаете мощнейшее управление сюда, потому что атом, если его засветить универсально, то он дает источник в виде этого света. А свет вы можете уже двигать, регулировать, ну, направлять его на осуществление какого-то дела, или же там излечивать в этом свете человека и так далее. Вот в этой, кстати, технологии излечения выглядит именно как то, что человек стоит под неким там фронтом, потоком света, ну, как под дождем. И вот этот вот уровень некого там дождя, прям видно, что он проходит в виде золотистых маленьких, как бы таких цилиндрического, ближе к именно цилиндрическому типу элементов как бы света, они проходят прям как будто бы вот, ну, в кожу, да, входят. Но мы, если подальше отойдем, то мы видим, что на самом деле никакого вообще движения нет, вхождения тоже нет, просто тело воспринимает сигнал так. Тело как бы фактически опознает внешний мир и берет спокойненько своими рецепторами чего-то там выдергивает и начинает на себя, да, спускать. Ну, вот эти вот квантовые такие цилиндрические составляющие. То есть тело себя строит из квантов света. Причем света вашей собственной жизни, вашего собственного мышления. И когда вы начинаете этот процесс уже, например, ну, там, регулировать, ну, ясно, что если рецепторы тела работают, то какая проблема? Рецепторы, ну, конечно, оптического плана, это некие там, часто там, физические системы, хотя бывает и физические уже, когда мы имеем плотную структуру именно вечного развития тела. То есть можно сказать, что тело абсолютно плотно в физическом плане, когда тело развивается вечно, да, его нельзя уничтожить, оно как бы сверхплотное, да, в этом плане. При этом тело обычно, конечно, не то, что оно обладает какими-то функциями там, отличными от текущего, да, человеческого тела, просто событийная конструкция такова, что ясно, что тело неуничтожимо. Вы знаете свои будущие события. И вот этот уровень, кстати, очень такой мощный прогностический уровень. И в чем он заключается, что чем вы дальше смотрите, тем вы точнее видите свое тело. То есть в будущее бесконечно смотрите всех людей, проблемы не только там как-то выявляются, но они сразу решаются. Стоит только посмотреть с точки зрения универсального действия, да, на все времена. Что такое универсальное действие? Это значит решение всех вопросов, включая созидательные вопросы. Да? Но если мы рассмотрим бесконечную линию, то ясно, что это только созидательный вопрос. Потому что если в бесконечном уровне оставить хотя бы одну структуру
деструкции, то ведь будущего уже тогда у человека получается вот в таком аспекте, ну где-нибудь там за миллиард лет может не существовать. Потому что деструкция развивает следующую деструкцию, тогда о чем речь? Платформа рушится, да? И получается, что в бесконечном уровне существует только созидательная величина действия. То есть там как бы в полноценном, красивом формате, так скажем, выявлена эта универсальная величина управления. Ну, как некая там яблоня, стоящая в бесконечном уровне. Вы к ней приближаетесь, она от вас опять дальше. Ну, как горизонт, да? Чтобы это яблоко съесть, нам нужно это дерево вырастить в своем сознании. И для чего нам нужно сознание, получается, да? Чтобы бесконечная величина, ну, для чего нужно в логике, конечно, и так понятно, но в данной вот технологии, что бесконечная величина, она фактически проецировалась в нас, и мы могли сознанием компенсировать точное знание как бы будущего развития. Точность — это есть идентичность там, божественного действия, да, и так далее. Но и в том числе возможность идентичности некой внешней величине, любой. Чтобы защититься от любого внешнего проблемного уровня, надо как бы стать объектом внешнего управления, да, в своем сознании. Тогда получается, вы же находитесь в синхронной фазе, и вас достать нельзя. Например, почему нельзя Богу причинить вред? Потому что, значит, здесь получается, стоит только вам, ну, я не говорю, что кто-то желает причинить вред, да, но, например, стоит только подумать о Боге, вы приобретаете свойства такие, как и Он. То есть и получается, что в этом как бы свойстве универсального действия вы, во-первых, вы, кстати, защищены становитесь. Вот обращение к Богу — это и есть защита. Так и Бог, он всегда вне зоны как бы отрицательного действия находится. И вот получается, что, ну, отрицательного как бы с вашей точки зрения, или там с точки зрения Бога, вообще любого объекта информации, который вы воспринимаете. И когда вы начинаете смотреть дальше, то вы видите, что исключение отрицательной как бы величины для Бога — это дать вам такие координаты, которые бы вы понимали вот, ну, как бы в этом уровне там, действия. Да? То есть, когда вы воплощаете действие, вы видите, что ну, если вы одним уровнем смотрите на Бога, то значит, в действии с Богом нет отрицательного аспекта. То есть, когда вы в душе воспринимаете структуру Бога, обращаясь к Нему, то действительно нет отрицательного аспекта. В данном случае просто я как бы разложил там это на детали, да, ну, близко к тому, что вот можно взять там, разложить по полочкам и так далее. Но в данном случае полочек нет. Я просто взял, растянул временную координату и ее рассмотрел. То есть там нет жестких углов, там в принципе нет даже носителя. Но я же на логике это разобрал. И получается, что когда мы рассматриваем управление, где, ну, фактически мы не имеем, например, да, именно некого носителя информации, то есть мы можем работать, ну, как бы без, ну, понятия, что ли, или даже без информации как таковой, да, воспринять, что есть информация, ну, есть физическое тело, можно брать и работать просто телом, не воспринимая никакой другой величины, кроме величины тела. И вот когда вы начинаете так думать, то величина тела — это бесконечная величина. То есть тело имеет бесконечный вес в этом мире, в пространстве. Получается, тело фактически, с этой точки зрения, с точки зрения универсального действия, как бы заполняет собой весь мир. Тогда вы, но уже на информации. Вот стоит только придать телу статус неинформативный, информация о нем моментально разлетается во все стороны. Ну, при том, что тело здорово и так далее. То есть, получается, когда мы хотим, например, там, излечить человека от заболевания, нужно выразить его бесконечный статус за счет того, что вы воспринимаете его здоровое тело. Действительно, вы ему создаете бесконечное развитие. Линейно выглядит очень просто в этой технологии. Если человек знает диагноз, значит, получается, что вы просто-навсего воспринимаете его здоровое тело, а в бесконечность отправляете, например, статус вечной жизни. Ну, как бы даете структуру воспитания в будущем за счет того, что ставите, ну, такие вот оптические даже сферы развития на его пути, где сказано, что надо жить вечно и так далее. И получается, он выздоравливает, потому что вы делаете всего лишь навсего ту же самую работу, как вот Бог делает по вечному развитию любой, причем фракции информации. И тогда вы в универсальном плане можете лечить универсальным действием любое заболевание, а значит, любое заболевание лечится. И исходя из этого, получается, что
по большому счету там как бы нет смысла тогда болеть, да, и лучше потратить какое-то время, по возможности там, человеку не заболеть. То есть для этого нужно уметь как бы, ну, при иногда жестких событиях, ну, в реальной какой-то жизни для некоторых людей или там в каких-то сложных обобщенных ситуациях, здесь идет речь о том, что вы всего лишь навсего, ну, фактически делаете такое действие, что придаете, значит, свойства пространства времени, то есть течение времени, то есть как бы искусственно, в общем-то, величина для человека. Ну, человек взял и придумал, да, например, ну, в данном случае, будем так говорить, структуру времени, и вы берете, накладываете функции пространства, получается, что пространство переходит во время вне вашей личности, но при этом вы видите, что Бог вам показывает в этой сфере. То есть эта конструкция, на самом деле, кстати, она очень простая. Вы часто сталкивались с этим в детстве, когда вы понимаете, что за сфера вашего восприятия, но вы не детализируете. Дети ведь воспринимают информацию, часто не зная там слов, да, сложную, а вначале вообще они слов не знают. Но они же все правильно понимают. Понимание детей, оно такое же правильное, как человек, который знает. Если у ребенка спросить там, как, ну, предложим задать такой вопрос, что это за стол, да, мысленно. А ребенку, например, там 3 месяца. Тогда получается, что он не задумается, вот если проанализировать даже, почему, можно понять, почему именно словом он поймет, что это речь идет о столе конкретном, и именно этот стол увидит в своем восприятии. То есть есть универсальный принцип в любом уровне посыла сигнала. Стол с универсальной позицией, он всегда стол. Главное сказать об этом столе именно с точки зрения универсального управления. То есть способ универсального управления в передаче, да, этих знаний получается, что вы в какой-то области высвечиваете вот эту оптику, что во всех явлениях мира стол или там стул, какой-то объект информации, он и есть здесь, он находится в конкретном месте. Поэтому, кстати, положение Бога всегда точно известно для человека. Человек абсолютно точно всегда знает, где находится Бог. И получается, что когда, например, ну, Бог дает знания, то вы всегда можете их передать всем, знания сразу могут стать всеобщими. Стоит только, например, ну, направить именно импульс универсальности, кстати, хотя бы себе самому. Почему существует вот эта структура как понимание позиции мира? То есть стоит только в мире что-то понять, мгновенно ваши знания передаются всем. Ну, вот в этой конструкции это очень просто видно. И получается, раз так, значит, есть база данных, стоит только одному вылечить какое-то заболевание, пусть, вообще, кстати говоря, любым способом, то достаточно к этой базе подключиться, активировать, и все. Человек от однотипного заболевания излечивается. Другой вопрос, что разное время, да, разная, в общем-то, конструкция управления, тогда надо просто коррелирующие коэффициенты небольшие ввести, и все. Вот понятие коррелирующих коэффициентов — это есть уровень, где универсализм, так называемый, вот этот всеобщий, да, имеет частные характеристики. То есть в зависимости от вашей воли, вот как вы решили эти коэффициенты как бы выразить, да, так и будет. И ничего, кроме вашей воли, в данном случае нет. Здесь главное как бы не ошибиться. Опять получается, чтобы не ошибиться, надо сделать макроспасение. Это точность, это вот маяк, через который, пройдя, вы получаете тренинговую систему, фактически уже отточенную в точности, и спокойненько коррелируете свой конкретный импульс под управлением. И получается, что в принципе 3 действия. Есть общая база данных, как бы, да, куда вы входите, делаете управление, коррелируете через макроспасение. Когда вы это делаете изначально через макроспасение, то видно, что основная функция человека, любого, это сделать макроспасение как бы изначальной величиной в любом действии. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что вот надо объединяться, делать макроуправление, макроспасение, это совершенно действительно правильно, вот как бы даже на уровне некой такой механистической логики по разбору даже оптических элементов управления. Хотя на самом деле вот то, что я говорил в том числе и душой фактически, то есть как говорит душа. То есть в чем есть речь души, если, ну, тут, например, не словесное, да, а в том, чтобы слово и действие души не словесное совпадали. Это опять макроспасение. И душа, и любое действие, и, ну, там, проявление физического тела, все это направлено на то, чтобы суметь получить макроуровень спасения, но уже как бы в своей душе приблизить к себе
То есть осознать, что это действительно так, и вы сможете точно контролировать любую макросистему. То есть плотность внешней информации должна быть настолько как бы сжата, да, и весь мир настолько должен быть сжат в одну точку, чтобы вы видели конкретно себя в первую очередь, как вы там, например, там, рождаетесь, создаетесь, где вы находитесь. И получается, для управляющего сновидения не обязательно там где-то ходить в каких-то пространствах некой информации, или ну, есть, например, там такие мнения, или там действительно там реальные движения мыслеформ в неких мирах и так далее. Достаточно просто взять эту точку сверхконцентрации, хотя, в принципе, допустим, видим какие-то миры, если у вас есть время этим заниматься. Но вопрос в том, что когда вы получаете именно управляющее ясновидение, то эта точка концентрации — это и есть решение вопроса. Достаточно ее приблизить в область, чтобы не было, например, там, теракта, его не будет, если успеть это сделать в какой-то конкретный момент, даже если уже есть признаки, да, начала, то есть успеть как бы провести через коллективное сознание не только там теракт, какой-то катастроф, какого-то неблагоприятного действия, то есть успеть вставить вот этот своеобразный и фильтр, и управляющий как бы кодекс, уровень в сферу событий, и не обязательно там именно, она не выглядит как сфера в данном случае совершенно условно, как бы, а просто в некую структуру организации событий, даже предорганизации событий. То есть мысль там, где еще она, например, не существует, имеет сфероидальную форму для восприятия, но она же там еще не существует. Откуда, да, мы знаем, получается, что она имеет сфероидальную форму? Потому что любое преобразование некого неизвестного, а здесь торжественного универсального спектра, это есть сферическое действие, сферический наплыв. То есть почему люди живут, например, не в плоском мире, да, в трехмерном? Значит, ну, проще говоря, почему человек не плоский? Если так вот поставить абстрактный вопрос, не математический, и задаться как бы анализом этой ситуации, то получается, что потому что любая конфигурация, выходящая за структуру плоской системы, для универсального действия это есть как раз-таки само универсальное действие. Любое трехмерное выражение — это и есть принцип универсальности для макроуровня. Вот любой как бы трехмерный объект, получается, по сути, это постоянная передача информации во все точки мира. Ну, некая антенна, да, которая постоянно выдает информацию, и причем во весь мир сразу. Поэтому человек, он не может быть никак там плоским, и в принципе, вот сделать его как бы обратно плоским, да, собственно говоря, ну, понятие разрушения некого органа, там, болезни, это очень сложная процедура. Потому что по аналогии с Богом человек излучает именно вечную конструкцию жизни, и получается, что вот, чтобы человек получил, в принципе, какую-то болезнь, нужно эту конструкцию видоизменить в какой-то фракции сознания, где-то. И при этом, на самом деле, нужно изменить структуру основного устройства мира. То есть болезнь, тем более биологическая смерть, это крайне неестественные системы для именно природообразования мира. И получается, как так? Получается, да, вот логически, если задаться вопросом, природообразование мира такова, что все настроено на вечность, почему тогда, например, в человеческом сознании превалирует то, что там есть, там старость, да, все это наблюдается глазами, есть, например, там происходит биологическая смерть, хотя доказать, что со всеми все-таки нельзя, все-таки, да, есть понятие статистики, но тем не менее, в основном, да, и вот эти вот непреодолимые системы, вот как системно преодолеть смерть для всех. Для этого нужно исключить вот эту как бы плоскостную систему развития возможной ситуации, то есть выведение в упрощенные, в плоскостные системы. Упрощение — это значит как бы ухудшение, да, получается, в этом аспекте управления. То есть более плоские системы, они менее универсальны, менее емкие по массе, значит, меньше информации. И получается, что бесконечная величина, да, именно, получается, это объемная, да, трехмерная величина, ну или там, если там время это некая координата и так далее, то получается создание элементов реальности по универсальному управлению, значит, упирается в то, что вы должны делать так же, как устроено человеческое тело, то есть чувствовать тело, да, знать другое тело так же, как вы знаете результат будущего события. Получается, что человеческое тело — это ваше будущее, обязательное будущее. Таким образом, вы четко выходите на линию абсолютно устойчивую, со всех сторон причем, где бы вы ни находились, хоть там
плаваете на море, летите на парашюте или идете пешком. Значит, здесь вы всегда будете находиться в сфере абсолютно устойчивого управления, потому что у вас всегда есть физическое тело, и вы как бы находитесь в абсолютной системе координат. Когда вы вот приходите к такому принципу универсальности, то дальше вам как бы особо ничего вроде бы как делать не надо, все складывается так благоприятно, но когда вы приходите глубже к себе, вы видите, что вы так и устроены. Это ваше естественное состояние. Поэтому сделайте вот такое вот по возможности управление и достигните фактически гармонического, красивого такого вот, как бы красота внешнее и внутреннее управление, когда устойчивость — это есть ваше желание, это есть вы, но это есть выражение воли всех людей. Сразу вы это понимаете. И тогда вы получаете уже фактически абсолютное, так скажем, универсальное управление, которое решает вопросы сразу все, включая вас. Как только вы фиксируете в этой точке, все, ваши вопросы решены. Сейчас которые. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.